Добрый день, дорогие пекари! За новогодние праздники мы испекли много вкусной, пряной и сдобной выпечки. Праздники прошли, и теперь хочется чего-то полезного, очень ароматного и очень вкусного. Поэтому сегодня я вам предлагаю сделать цельнозерновой, полностью цельнозерновой пшеничный хлеб с кунжутом. У него будет приятный ореховый привкус, настоящая цельнозерновая текстура, ну и, конечно, вся польза цельнозернового хлеба. Прежде чем приступить, не забудьте, что нужно поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Буду делать цельнозерновой хлеб на опаре. Здесь у меня созревшая закваска. Пшеничная, 100% влажности. Беру 100 граммов закваски, добавляю к ней воды 200 граммов, размешиваю датским венчиком. Закваска разошлась. 250 граммов цельнозерновой муки. Я использую муку не тонкого помола, обычного. Как я уже показывала, муку я не просеиваю. Если вам интересно, посмотрите сюжет, оставлю ссылку в описании. И снова можно смешать датским венчиком. Когда мука выбрала всю воду, можно перейти на ручной замес. Смешали опару, проверьте, чтобы не было комочков. И оставляем ее бродить при комнатной температуре, если у вас достаточно тепло, 21-24. Если температура холоднее, поищите более теплое место. Обычно брожение опары такого теста занимает около 4 часов. Опара у меня пробродила 3 часа при плюс 26. Очень хорошо пахнет хлебом. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая активная, хорошая опара. Я всегда повторяю, что время брожения теста на закваске составляет 4,5-6 часов. Здесь мы это время брожения разбиваем на время брожения в виде опары и уже в виде самого теста. Для того, чтобы окончательно замесить тесто, добавляем воду 90 граммов. Добавляем 150 граммов муки, той же самой цельнозерновой. И 9 граммов соли. Замешиваем тесто. При замесе теста стоит смотреть на густоту его. Цельнозерновая мука по-разному может впитывать воду. Обычно она впитывает ее очень хорошо. Поэтому, если вам покажется сухо, можно понемножечку добавлять воду, но совсем по чуть-чуть. Лучше добавить 2 раза по 10 граммов, чем сразу линуть много и получить слишком жидкое тесто. Если тесто вдруг получится жидковатым, вы как угодно можете его в комочек собрать, сформовать, как у вас получится, уложить в форму, расстоять и испечь. Здесь у меня, по сути, получается большая опара. Я уже показывала рецепт на большой опаре, когда мы не делаем выбраживание теста, а сразу укладываем в форму и делаем расстойку. Оставлю ссылку в описании, посмотрите. Я не хочу делать тесто жиже. Мне нравится, когда цельнозерновой хлеб имеет такую плотную консистенцию, очень приятное. Смотрите, мягкое тесто, пластичное. При этом не сухое и не текучее одновременно. Замешиваем до средней степени развития клейковины. Здесь не нужно замешивать сильно. Никаких глютеновых окон, пленок мы здесь не ожидаем. Задача этого замеса равномерно распределить ингредиенты, включая соль. Вот сейчас я вижу, кристаллы соли поблескивают. Если вы сомневаетесь, что сейчас у вас соль растворилась, вот у меня не растворилась, то вы можете оставить тесто минут на 10-15, отдохнуть и потом домесить окончательно. Я именно так и сделаю. Тесто сейчас накрою миской и оставлю его на 15 минут. Через 15 минут возвращаюсь к тесту. Тесто, если за это время прилипло к столу, не отрываем. Смотрите, стало пластичное, классное, замечательное тесто. Здесь мы долго не месим. Здесь задача окончательно замесить соль в тесто и придать окончательную однородность. Вот такого замеса достаточно. В миску чуть-чуть подсолнечного масла и укладываем туда тесто. Помещаю в те же самые условия, в которых у меня бродила опара, на 45 минут. Слегка обжариваем на сковороде 20 граммов кунжута. Как только он начал блестеть и золотиться, выключаем нагрев. Через 45 минут возвращаемся к тесту. Кунжут у меня уже остыл. Я буду добавлять его в тесто. Присыпаем поверхность мукой, присыпаем стол. Растягиваю тесто в пласт. Если вы видите, как я делаю ламинирование, как я добавляю семечки в тесто, это как раз тот способ. Можете посмотреть его отдельно. Я оставлю ссылку в описании. Высыпаем кунжут. Дальше складываем тесто. Складываем и складываем.
Заворачиваем тесто рулетиком. Возвращаем тесто в миску еще на 15 минут. Я уже сказала, что хлеб буду делать формовой, поэтому подготовьте форму. Если она у вас, как у меня, обработана льняным маслом и не прилипает, оставляете так. Если бывает, что прилипает, то обработайте специальной смазкой. Антипригарные рецепты есть у меня на канале. Либо смажьте маслом. Буду делать продолговатую формовку. Делаем овальную либо прямоугольную заготовку. Собираем уголочки к середине. Сворачиваем хлеб, чуть-чуть подгибаем краешки и укладываем тесто на расстойку. Обязательно накрываем пленкой, оставляем на расстойку. Я поставлю при той же самой температуре 26 градусов и буду ждать подъема теста. Хлеб у меня растаялся 1,5 часа, увеличился в 1,5 раза. Я вижу, что вот здесь у меня пузырь воздушный, там как раз слой с кунжутными семечками, образовался воздушный пузырь. Делаем вмятинку. Она расправляется довольно быстро. Это значит, что хлеб у меня не дорастаялся. Но, к сожалению, у меня нет сейчас возможности растаивать его дольше. И уже поздно ставить его в холодильник, потому что большая часть расстойки прошла. Поэтому что я сделаю? Вот сейчас у меня нет времени уделить внимание еще расстойке. Я сделаю надрез на хлебе, чтобы у меня ушел вот этот пузырь. Духовка разогрета на 250 градусов. И что мы делаем? Я накрою такой же точно хлебной формой и использую ее в качестве колпака. И эту всю конструкцию я поставлю сейчас в духовку на 250 градусов на 15 минут. Либо можно поставить пар на дно в миске, как это я обычно делаю. Кипяток в миску и на дно. Все, отправляю на 15 минут на 250 градусов. Через 15 минут нужно аккуратно снять верхнюю форму. Хлеб у меня приподнялся, не порвался за счет того, что я его надрезала. И сейчас я отправляю его допекаться еще примерно на 30 минут. Закончилось время выпечки. Хлеб готов. Достаем. Смотрите, красивый, румяный, ровненький, такой симпатичный. Оставляю его полностью остывать. Потом будем резать. Смотрите, в разрезе красивый кунжут проявился. Вообще мне нравится. Очень симпатичный получился хлеб. Самое главное, цельнозерновой. Оставляю его остывать. Пробовать будем позже. Хлеб у меня остыл. Давайте разрежем. Видите, я не зря сделала разрез. Потому что если бы я этого не сделала, то вот эта тонкая кожица поднялась бы пузырем. Вот такая структура цельнозернового хлеба. Серенький он, приятный. Давайте пробовать. Хороший, приятный мякиш. Мука у меня была с крупными достаточно отрубями, не тонкого помола. Поэтому структура мякиша плотная. Ну и плюс тесто я замесила достаточно плотное. Поэтому мякиш такой пружинистый, плотненький. Пустот не видим. Чуть-чуть задрался на разрезе, чуть теплый еще внутри. Хоть я и сказала, что он остыл. Чуть-чуть теплый. Хрустящая корочка. Абсолютно никакой кислоты во вкусе. Приятный ореховый привкус придают наши поджаренные семечки. На мой вкус замечательный ежедневный столовый полезный хлеб. Приятным ореховым привкусом. Рекомендую вам его испечь. Он очень простой в изготовлении. Давайте с вами печь и испечем еще много всего интересного.